Ребята, привет! Сегодня мы на съемках очередного клипа. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Никита Солдатов, и это песня про школьный буллинг. Выбрал я эту локацию, так как это ранчо, песня в таком кантри, поп-кантри стиле, и по-моему, раньше это самое идеальное место, где нужно снимать. Я долго отбирал локации, тематика клипа больше американская, и, честно, было сложно здесь у нас в крае найти что-то подобное. Было много не то. Я потратил время, чтобы найти локацию, и вот мы здесь. Сцен в этом клипе будет много, особенно здесь, в этой локации. Нам понадобится трактор, сеновал, сцена с конем будет. И нам безумно повезло, что здесь все это было, потому что, как правило, люди тратят огромные деньги на то, чтобы организовать доставку определенного реквизита, тем более столь массивного. А у нас это есть, и это здорово, что меньше будет головной боли и забот. А также очень важно подобрать правильный день с хорошей погодой, потому что мы на ранчо, сейчас август, лето, жарко, ребята набрали просто кучу воды, все уже потные, мокрые, но такова наша работа, и в бой. Сейчас у нас будет сцена с трактором, и самое приятное то, что я изначально по сценарию так и планировал. И когда я подбирал локации, трактор попался. Это очень круто, и мне очень повезло в этом плане. Здесь на сцене с трактором мы снимаем часть припева и куплет. Визуально, конечно, я выгляжу уверенно, стараюсь держать лицо и просто пою. Однако, по факту, все впиваются в тело. Так, чтобы было удобно, но удобно точно не будет. Нормально? Нормально. Это выглядит нормально в кадре? Да. Все классно. Очень удобно сидеть, жестко, но такова работа, что тебе нужно держать лицо, передавать эмоцию и говорить со зрителем и слушателем. Я рад, что со мной есть близкая подруга, которая следит за мной, всегда подбадривает, что-то поправляет волосы, лицо, одежду. Это очень приятно. Нет, не брали мы клон. Готово. Подожди, стой. К сожалению, в кадре ты не можешь уследить за всем, то бишь ты не можешь просто разорваться. Поэтому очень важно иметь несколько людей рядом с собой, которые будут отвечать за определенные моменты, там, как ты выглядишь, за вещами и так далее. Это очень важно, правда. Я уже научен горьким опытом, я терял неоднократно вещи. Было обидно, но мы учимся на ошибках, и сегодня я больше так не делаю. Сейчас мы будем снимать сцену с конем. Мне уже отобрали нужного коня. Я очень волнуюсь, потому что последний раз я взаимодействовал с лошадьми, наверное, в детстве. Из странного, то есть то, что сейчас в более взрослом возрасте, я себя чувствую более неуверенно, нежели в детстве. Но уверен, что будет круто. Когда хозяйка подвела коня, я был очень удивлен, так как конь брыкался, он не слушался. Правильно держать. С лошадью вы идете с левой стороны от нее. Держите его, смотрите. Может быть, вы выйдете? Сейчас, смотрите, вы идете. Все, мальчик, держите его вот около пендельного кольца, чтобы он вас никуда не потянул. Постоянно спадал поводок. Мы, наверное, суммарно около часа, наверное, потратили на эту сцену, на просто подготовку. Ради, наверное, 3-4, ну не 3-4, ладно, может быть, 7 секунд клипа. То есть
можно представить, как долго идет подготовка к определенной сцене, и она просто по щелчку пальца пролетает. Так как он меня вообще не слушался, съемочная команда просто бегала за мной по пятам. Это со стороны очень забавно выглядело. Режиссер мне всегда говорил идти вперед, но из-за того, что конь крупный и немного брыкался, мы постоянно сбивались точнее я сбивался с колеи. И ребята просто бежали со светом, кто с чем за мной. Да, забавно. Но несмотря на все эти трудности, мы сняли нужные нам кадры. Несмотря на все послушание, под конец я смог проявить твердость, уверенность. И конь меня слушался. И мы сняли то, что хотели. Я доволен. Не, нормально в целом. Нормально, да. Сделай, как было. Так, хорошо. Никит, готов? Мы готовы. Трек? Также по сценарию у нас есть сцена с сеновалом. И на удивление, это одна из моих любимых сцен, потому что визуально она смотрится очень красиво. И ее несложно снимать. То есть моя задача просто сидеть, петь, а ребята снимают. Так, плюс ко всему этому сцена очень красивая. Рукав попал. Ребят, 2 съемочных дня. Первый день раньше. Офигеть, как много локаций, безумно красиво, много природы, много зелени. Я хотела сказать, по секрету, самые сложные съемки были с лошадью. Говорить, смотри, здесь сеновал, куплет 1, сеновал, припев 2 и сеновал бридж нужно будет еще снять. Первый припев. Так, я в шляпе, да? Давай в шляпе, да. Солнечные лучи красиво падают на сеновал, и это все это сияет. И если в жизни выглядит настолько круто, то с цветокоррекцией сложно представить. Концом. Да, поделай. Мы долго снимали сцену у забора, потому что поднялся сильный ветер, а ребята стояли с большими отражателями для света. И они были просто как парус, их сдувало. Забавно было смотреть, но, конечно же, по итогу мы все равно это сняли. Мы сейчас находимся на территории фермы, и хозяева нам сказали, что, оказывается, только часть озера принадлежит им. Я немного волнуюсь, потому что все идет немножко не по плану, но мы с ребятами сейчас пойдем договариваться с другими хозяевами. Надеюсь, что нам разрешат. Вот именно. Да, это третий раз в жизни, когда Не говори об этом. Классно, что нет ветра, ребят. Да? Да. Это такие, как Не-не-не, это называется звездная пара. Вот, догони. И исполнительный профессионал. Несмотря на тщательную подготовку и проработку каждой сцены, бывают всплывают нюансы. Как, например, мы снимали сцену у озера. Когда мы спустились к пирсу, он был полностью зеленого цвета, зелено-неестественного цвета, и, конечно, в кадре это недопустимо. И ребята придумали отличную идею, они на этот зеленый пирс накидали кучу листьев, земли и палок с ветками. Прям точно садится. Да. На самом деле, в
процессе съемок ты учишься делать что-то спонтанно. Ты понимаешь, что сейчас нужно что-то придумать. Вопрос что? И ты просто сразу ищешь все подручные предметы, материалы, то, что можно задействовать. То, наверное, что ты в обычной жизни вообще на что не обратил бы внимания, но в съемке это всегда пригождается. Точнее, потенциально может пригодиться. Никит, постарайся ровно по центру сесть. Вы скажите просто, где я сяду. Давай. Куда? Со стороны воды на моем уровне. Конечно, подпрыгнуть. Никит, смотри на меня. У меня в голове твоя песня играет. Что ты наделал? Это была моя целью. Просто я сейчас снимаю и... Сложность съемок на улице заключается в том, что солнце не стоит на месте, и приходится постоянно подстраивать свет под нужный кадр. И одна из таких сцен – это сцена с телегой. Смотри, я за крыло вроде нормально. Да? Я Да, вообще идеально было. Вообще красава просто. Контровой сейчас супер мягкий. Тек пот, аппаратура нагревалась, и ребята долго не могли настроить нужный свет, а это очень важно. И посмотрите на шляпу сейчас. Да. Фигак. Все, ты кому-то в тенечке был. Всегда. Не благодарите, я за это получаю. За эти супер идеи. Смотрим, хорошо? Давайте, поехали. И даже режиссер из-за сильного солнца не видел то, что происходит у него на мониторе. Поэтому ребята стояли рядом, прикрывали его параллельно съемок, чтобы он видел то, что снимает. Нет, сфиксированы. От 6 до 9 стопов. Только при этом ты держишь массаж, и когда смотришь на меня, И теперь поправляй. Хорошо, еще. Дерни шапку прям вниз. Вниз чуть-чуть сильнее. Да. О! Блин, бомба, давай. Не за что. Данная песня не только для человека, который переживает сложный период своей жизни, а также для тех, кто является источником этих проблем, потому что ты не можешь судить о человеке, не зная его, что происходит у него внутри. Так вдобавок ты еще подливаешь масло в огонь. Это ужасно и, к сожалению, может приводить к ужасным последствиям. И важно понимать, что каждый человек в любом возрасте может с этим столкнуться. Кто-то пишет стихи, кто-то пишет картины. Я пишу музыку, и для меня музыка – это лучший инструмент, чтобы оказать поддержку. Не всегда есть кто-то рядом с тобой, и ты можешь просто надеть наушники, включить свою любимую песню и почувствовать то, что ты не один. Еще одна сцена, которая последняя по сценарию – это закат. Эта сцена не столь легка, как кажется, потому что, чтобы красиво и даже отчасти романтично снять закат, у нас есть буквально, наверное, минут 15. Сейчас вам покажу, что значит настоящий гафер. Да, сразу идет. Пока Женек там занимается ерундой, мы ждем нашего героя. И самое сложное – это когда свет смотрит на тебя, а ты в свету должен создать еще один свет и кинуть на актера. Ищем свет, ищем свет, ищем свет. Нашел. И ты должен уложиться в это время, чтобы красиво снять. Готов? Да, что делать? Это просто... Да. По-разному. Попускай глаза и посмотри в камеру, и все. Поехали. Хорошо, еще раз. Поехали, смотрим. Еще раз. Смотрим. Вниз. Вот, так хорошо. У нас очень мало времени. Нужно срочно мне принять солнца не решение. хватает здесь. Солнце? Да, не хватает. На свое лицо посмотри, скажи, нравится тебе или нет. Здесь цветокоррекции нет.
Если все устраивает, оставляем. Больше в профиль, мне кажется, нужно. Дальше тогда отходи. Видишь, чтоб на ту... Не, чтоб на ту половину лица попадало больше. Да-да-да, еще. Вот так. Готов, Никит? Поехали? Еще. Поехали. Идем. Отлично. Стоп. Финальный снимаем? Да. Давай, солнце подходящее. Пенка и рассеиватель. Закат является заключительной сценой в клипе, и ты не можешь ошибаться, так как времени просто в обрез. Этот клип длится 2 съемочных дня, и эта локация подходит к концу. А завтра мы отправляемся на съемку в школу, поэтому оставайся на связи, будет очень много крутого.